Катастрофа на буровой установке Ocean Ranger. Это плавучая буровая установка, затонувшая в канадских водах. Она бурила разведочную скважину на Гранд Бэнкс в Ньюфаундленде для компании Mobil Oil of Canada, построенная в 1976 году и имела длину 121, ширину 80 и высоту 103 метра. На ней было 12 якорей весом 20 тонн. Плыла на двух понтонах длиной 120 метров, которые находились на глубине 24 метра от поверхности. Установка была одобрена для неограниченных операций в океане и спроектирована так, чтобы выдерживать чрезвычайно суровые условия в море, включая ветер со скоростью до 190 км в час и волны высотой 34 метра. До переплытия в район Гранд Бэнкс в ноябре 1980 года она работала у берегов Аляски и Ирландии. Разработана и принадлежала компании Ocean Drilling and Exploration. Представляла собой большую самоходную полупогружную конструкцию с жилыми помещениями. Была способна работать на глубине 460 метров в океанской воде и могла бурить на максимальную глубину 7,6 километра. 26 ноября 1981 года Ocean Ranger начала бурение скважины J-34, третьей скважины на нефтяном месторождении Хиберния. Две другие полупогружные платформы также вели бурение поблизости, это Sedco 706 и Запата Агланд. 14 февраля 1982 года платформы получили сообщение о приближающемся шторме, связанном с крупным атлантическим циклоном. Обычный метод подготовки к непогоде заключался в подвешивании бурильной трубы на устье подводной скважины и отсоединении райзера от подводного противовыбросового превентора. Из-за сложностей на поверхности и скорости развития шторма экипаж Ocean Ranger был вынужден срезать бурильную трубу после подвески, после чего ранним вечером отсоединили райзер. Примерно в 19 часов по местному времени близлежащий Sedco 706 испытал на себе большую волну, которая повредила некоторые предметы на палубе и привела к потере спасательного плота. Далее Ocean Ranger сообщил, что испытал штормовую волну высотой 20 метров, в результате чего незащищенный иллюминатор на высоте 8,5 метра над ватерлинией стал уязвимым для повреждения волнами. Через некоторое время в радиопереговорах с Ocean Ranger отмечалось, что клапаны на панели управления балластом открывались и закрывались сами по себе. В радиопереговорах также обсуждались ветер со скоростью 190 км в час и волны высотой до 20 метров. В течение вечера между Ocean Ranger и соседними буровыми установками велась обычная радиосвязь. Ничего необычного замечено не было. В 0 часов 52 минуты из Ocean Ranger был отправлен сигнал Mayday, в котором отмечался сильный крен на левый борт и запрашивалась немедленная помощь. Это было первое сообщение от Ocean Ranger, указывающее на серьезную проблему. Резервному судну Seaford Highlander было предложено подойти поближе, поскольку контрмеры против крена в 10-15 градусов оказались неэффективными. Канадские вооруженные силы и вертолеты были предупреждены сразу после сигнала Mayday от установки. Болтента и Нордота, Sedco 706 и Запата Агланд, соответственно, также были отправлены к Ocean Ranger для оказания помощи. В 1 час 30 минут Ocean Ranger передал свое последнее сообщение. Дальнейшей радиосвязи с Ocean Ranger не будет. Мы направляемся к спасательным станциям. В
Вскоре после этого, среди ночи и в разгар суровой зимней погоды, экипаж покинул платформу. Платформа оставалась на плаву еще 90 минут, после этого затонув. К следующему утру от нее осталось лишь несколько буев. Весь состав из 84 рабочих погиб. Несмотря на то, что буровая установка была снабжена руководством по действиям в чрезвычайных ситуациях, в котором подробно описывались процедуры эвакуации, неясно, насколько эффективно была осуществлена эвакуация с платформы. Есть свидетельство того, что по крайней мере одна спасательная шлюпка была успешно спущена с 36 членами экипажа внутри, а свидетели на теплоходе Seaford Highlander сообщили, что видели не менее 20 членов экипажа в воде одновременно, что указывает на то, что по крайней мере 56 членов экипажа были успешно эвакуированы. В отчете береговой охраны США говорится, что эти люди либо решили прыгнуть в воду напрямую, либо рухнули в воду в результате неудачного запуска спасательного оборудования. Из-за суровой погоды первый вертолет не прибыл на место происшествия до 2 часов 30 минут. К тому времени большая часть, если не вся команда, умерла от переохлаждения и утонула. В течение следующей недели в Северной Атлантике было извлечено 22 тела. Вскрытие показало, что эти мужчины умерли в результате утопления в состоянии гипотермии. Канадская Королевская комиссия потратила 2 года на изучение катастрофы. Королевская комиссия пришла к выводу, что у установки были недостатки конструкции в комнате управления балластом, и что экипажу не хватало надлежащей подготовки по технике безопасности. Спасательных костюмов и оборудования, а инспекция и регулирование со стороны государственных органов США и Канады были неэффективными. В дополнение к ключевым рекомендациям для морской нефтегазовой отрасли Канады, комиссия рекомендовала федеральному правительству ежегодно инвестировать в исследования и разработки в области поисково-спасательных технологий. В августе 1983 года обломки платформы Ocean Ranger были сняты с мели и затоплены в более глубоких водах голландской фирмой Wijtmaler Salvage. Поскольку обломки Ocean Ranger находились примерно на 30 метров ниже уровня воды, они представляли опасность для судоходства. В ходе операции Ocean Ranger буксировали вверх ногами, а 2 ее понтона ломались над поверхностью. Операции начались ранее, в июне. Однако продвижение было остановлено, когда 20 июня на месте крушения в результате подводного взрыва погибли 2 водолаза-спасателя. Был объявлен приказ о прекращении работ по снятию обломков с мели, после чего последовало расследование инцидента. Однако исследовательское погружение было разрешено продолжить. Во втором инциденте 26 июня погиб 3-й дайвер, который, как полагают, был сбит упавшим предметом при попытке вернуться на поверхность. Постоянный памятник погибшим был установлен на территории здания Конфедерации, резиденции правительства провинции Ньюфаундленд. В романе канадской писательницы Лизы Мур «Февраль 2009 года» описывается жизнь женщины, чей муж погиб на борту нефтяной вышки. В январе 2012 года научно-популярная книга «Океанский рейнджер. Переосмысление обещания нефти» была опубликована в Канаде издательством Fernwood Publishing. Автор книги, Сьюзен Дот, потеряла своего старшего брата Джима из-за этой трагедии и годами наблюдала за тем, как ее родители вели судебные разбирательства с нефтяными компаниями.